Всем здорово, народ! Это, конечно, нетипичный контент для данного канала, но я решил поднять ставки до предела и пройти смертельный хардкор челлендж. Я игрок, но не простой, а с дополнительными ограничениями. И именно об этом и будет сегодняшний видеоролик. Я вам расскажу, что за ограничения, также нарезал уже прямую трансляцию, которую мы, кстати, проводили недавно. Подписывайтесь на Twitch, на телегу, там все анонсы. Ну и, соответственно, желаю вам приятного просмотра, все заваривайте чаек, присаживайтесь поудобнее. Погнали смотреть видос. Итак, значит, быстренькое предисловие для тех, кто не в курсе. Значит, хардкор — это когда у тебя только одна жизнь. Одна единственная ошибка, один лишний мопсяр, один неудачный дисконнект, и все, и твой персонаж умирает, удаляется, и все усилия идут прахом. Как говорится, одна ошибка, и ты ошибся. Но, естественно, было решено, что этого мало, поэтому я решил добавить несколько условий и ограничений. Начнем с того, что вот посмотрите на моего персонажа. Это такой типичный таурен-шаман, ошамевший. И вам придется запомнить и видеть его именно таким. Правило простое. Я могу использовать только стартовый гир. Никаких зеленых, синих, ну и тем более эпических вещей. Единственное исключение, соответственно, это оружие. То есть все элементы экипировки, кроме пушек, я менять не могу. Ну, понятное дело, по мере того, как будем делать квестики, мне все-таки будет что-то выпадать. Скажем так, каждый слот я, конечно, могу заполнить одной шмоткой, но она должна быть просто вот максимально простая, базовая, считай, первое, что, в принципе, выпало для моего персонажа. Понятное дело, там, на 10-м левеле я себе шлем не найду, но вот как только он мне выпадет, с обычного моба, например, там, просто серый, 30 брони и все, такой я шлем надеваю и с ним уже до 80-го левела качаюсь, не меняя. А разрешено мне использовать, да, только любое вот оружие, которое я смогу найти или прикупить. Ну, понятное дело, там аукцион вроде на хардкор челлендж не работает, поэтому купить только разве что у вендора, либо там с рук через чат, но я как-то в этом сомневаюсь, если честно. Так что моя единственная надежда на выживание, да, это вот такая вот пушка, плюс-минус адекватная, которую я смогу в идеале найти. Ну и естественно, чтобы было повеселее, я буду качаться не один, я буду качаться с Богданом. В принципе, именно из-за этого, наверное, такие ограничения я и придумал, потому что вдвоем хардкор челлендж пройти, ну, уже, понятное дело, гораздо проще. И, естественно, на персонажа Богдеса точно такие же условия и распространяются. Проходить данный челлендж, конечно же, будем на Сирусе. Здесь не удивляйтесь, у меня уже на трансляции поспрашивали, почему. Опять же, для видео тоже расскажу вам. Во-первых, на Наздоре, например, хардкор челлендж еще не завезли. Есть он только на Циркле, насколько я помню. Но вот как-то мне лично данный сервачок не особо заходит. В том плане, что вот докачался ты до 80-го, а дальше что делать? В ПВПшке там тяжеловато. И на Наздоре как бы в ПВПшке сейчас тяжеловато. Поэтому еще на трансляциях я и Warmane постримливаю. Но это вам такой чисто немножечко пояснительный момент для интересующихся. Так что, учитывая специфику сервера, нужно было еще выбрать созвездие, подходящее для моего персонажа. И для персонажа Богдеса тоже нужно было выбрать подходящее созвездие. Себе я взял, с учетом того, что в теории, когда я докачаю данного персонажа, потом можно будет уже его в PvP гир одевать. И, короче, я взял себе созвездие Кузнеца, насколько я понимаю. И именно как PvE-шный вариант это, конечно, не самое лучшее, но вот Богдесу нам порекомендовали взять созвездие дракона, и это какой-то... это просто имба лютейшая. Он просто бегает, нажимает одну кнопку, вот эту расовую PvE-шную активку в моба, и моб умирает. Ну, либо у него 80% хп слетает просто моментально. Так при этом еще можно вот это дыхание дракона, вот эту тефтелю кинуть в союзника, похилить союзника. Йоу, забей. Если хотите проходить хардкор, по ходу созвездия дракона это либо там топ-1, либо топ-2 созвездия. Можете, кстати, в комментариях расписать, я вот сильно не шарю, но выглядит так, что слишком сильно, пока что, на первый взгляд. Теперь немножко информации, почему я выбрал шамана, соответственно. В идеале, конечно, просто прикольно за него побегать было бы, но я еще не решил, это будет энг-шаман или элем, потому что смотрите тут какие моменты присутствуют. Учитывая то, что я не смогу себе улучшать шмот, ну то есть вот он будет у меня серый базовый, только оружие я смогу себе брать хорошее, как будто бы есть смысл качаться именно в энхе, потому что все-таки у меня будет основной урон идти с оружия. Да, понятно, без доп-статов, видимо там ловкость и так далее, у меня этого все будет отсутствовать, но хотя бы чистые цифры урона с оружия будут, ну, хоть что-то мне давать. Но одновременно с этим это накладывает и ограничения определенное. А именно то, что мне придется подходить к мобам в упор, соответственно. Энх это у нас милишник, ну, такой, который может, конечно, магией еще побить, но все-таки это милишник.
А вот подходить к мобам на хардкор челлендже в упор, это уже неприятненько, когда у тебя нету нормальной экипировки. То есть хп будет мало, всякой брони будет мало, и отбиваться лицо там будет очень даже уверенно. И вот с этой точки зрения, как будто бы в Элеме качаться будет более сейвово. В общем, я пока этот момент не решил, 10 левел мы еще не взяли, поэтому опять же тоже в комментариях можете написать, что об этом думаете, кого лучше брать, Энха или Элемыча. Так что сегодня у нас день первый день выживания, мы начинаем с нуля, с первого уровня, естественно, и наша цель продержаться как можно дольше, ну, в идеале докачаться до максимального левела. Вообще, Богдан это как бы новичок в мире World of Warcraft, у него часов, ну не знаю, 30-40 суммарно максимум наиграно во всяких там разных патчах. Мы с ним немножко в Пандарию Классик поиграли, на Личе тоже немножко играли, и даже проходили один раз хардкор челлендж. Мы с ним добрались до 20 левела, я был на разбойнике, он был на протоваре, но потом решили сходить в подземку, по-моему, и как бы на этом все у нас и закончилось. Богдас решил потанковать, и танкование у него, знаешь, пошло не по плану. Так что да, ошибки мы с прошлых заходов, так сказать, учли, и танковать Богдасу точно не придется. Кстати, тоже берите себе на заметку. С рандомами в хардкор челлендже идти за танка в подземелье забудьте нафиг, просто забудьте. Так что вот посмотрим, как в этот раз у нас дело пойдет. Но я думаю, сейчас у нас уже более сбалансированный сетап в этом плане. Во-первых, я не на разбойнике, а на шамане. И смогу подхилить в случае чего, как себя, так и Богдеса тоже. Ну и во-вторых, да, Богдан у нас немножечко попрошареннее стал. По скиллове матерый уже такой почти игрок WoW, да, можно с батрака там звание повысить через пару часиков до, я не знаю, рубаки какой-нибудь. Но, кстати, я все равно не верю, что мы с ним прям до 80-го левела доживем вдвоем уж точно. Делайте ваши ставки, выживем, нет. Что-то мне вот, знаете, как-то сомнительно. Так, ставлю 50 на 50. Вообще я не уверен в нашей команде, блин. Так, а как ты себя назвал? Каурожденная? Вот так вот, да? Я понял. А что у тебя такие рожки несимпатичные, не в цвет? С тебя морда, конечно, страшная, я бы к такой не подошел. Ну и по первым локациям пока что, понятное дело, неплохо так бегается. Вот плата Красного Облака, вот это вот все стартовое, то, что связано с тауренами. Перебили немножечко птиц долгоногов, перебили немножечко пум. Понятное дело, потом нас отправили на кабанов, ну, которые вот эти вот терноклыки там, или как их зовут, я уже забыл. Налетчики из племени дыбогрибов и шаманы еще из племени дыбогрибов тоже, да. Пострадали от нашей банды, соответственно, двухсоставной. Кстати, вот в прошлый раз, когда мы бегали, был какой-то еще такой момент сомнительный, что иногда мобы, ну, просто не хотели умирать. Там могло прокнуть, я не знаю, 3 мяса подряд по мобу, или 4 парирования мог моб, соответственно, оформить. И, кстати, сейчас на стримчике тоже был такой момент интересный. Был один кабанчик, который запарировал за буквально там 2 секунды 3 мои тычки, и еще от Богдана тычки он тоже запарировал. Ты что-то слишком расслабился. Поднять щиты, Богдан. Там нельзя умереть. Потому что другого второго шанса у нас не будет. Охренеть, он... У тебя тоже 2 тычки запарировал, что ли? Кабан этот. У него как будто бы просто рефлекшн включился, и вот 100%, соответственно, был шанс на то, что он нашу тычку снивелирует. Я не знаю, может быть, это, конечно, совпадение, но как-то выглядело, знаешь, страшновато, потому что в будущем, понятное дело, не на 4-м левеле, это может очень грубую и плохую шутку с нами сыграть. Есть, кстати, еще один момент. Мне писали в чате, что по сравнению с хардкор-челленджем, который на X1 происходил, да, мы же сейчас на X3 пошли, так вот здесь он как бы якобы легче происходит. Объяснялось это тем, что вот на прошлом сервере якобы мобы были посильнее, да, чем дефолтные, а здесь они вроде как базовые. В общем, я тут тоже не шарю, тут... У вас информации больше. Можете также тоже мне помочь расписать в комментах, если ей владеете. Немножко моих мыслей о челлендже в принципе, да. Это такой достаточно медитативный, конечно, геймплей. И в том плане, что это еще и 3.3.5, то есть старый аддон. Я-то и на актуале привык играть в ПВЕшку. А тут такая суета. В общем, это не просто прокачка, да. Ты медитируешь, начинаешь ценить каждую единицу здоровья, каждый реген маны. А учитывая, что мы себе еще и шмот не сможем менять, да, это уже формат таких голая и напуганная с Discovery Channel какой-то. И вот пока мы на первых левелах, это еще как бы особо не ощущается. А что будет, начиная там, допустим, даже с 20-го левела? Потому что с каждым уровнем мобы становиться сильнее будут. И как бы мы тоже будем становиться сильнее, но изначально-то рассчитывается на то, что мы будем шмот себе получать улучшенный, зеленый там, со статами и так далее. А у нас такой возможности не будет. И как будто бы, когда мы доберемся до условного запределья, там откиснуть будет проще простого. И вот нужно будет с этим что-то заранее придумать. Да, потому что разница между нашим гиром и уроном, которым будем просто с автоатак мобов получать, ну какая-то катастрофическая станет. Предполагаю, что так. И опять же, здесь возвращаясь к теме выбора между Энхшаманом и Элемом, как будто бы ради дистанции между мной и мобами, да, лучше все-таки за Элема качаться с учетом на хай-левел. Ну, в общем, подумаем еще. Ну, в общем, в первой локации мы достаточно стабильненько, вообще без проблем, естественно, справились со всякими кабанчиками и с дебагривами. Тут у нас без происшествий, без каких-либо сложных, тяжелых моментов, а то, прикинь, уже на
третьем левеле бы чуть не откисли, это было бы фиаско, соответственной. Так что со спокойной душой переходим уже в деревню Кровавого Копыта. На самом деле вот эти локации Мулгора, блин, да, Тауренов, ну они такие прям... Сука, будоражащие. В детстве прям вообще хорошенько это все заходило. Как по мне, наверное, одна из самых красивых стартовых локаций, в принципе. Мне еще вот сюжетка Воргенов как бы нравится, но они в Катаклизме только появились. А если мы говорим про такой базовый шош, да, до переделки мира, то... Как будто бы Таурены здесь однозначные победители. Бладельфы еще, да. Бладельфы еще тоже топ. Еще одно преимущество, кстати, вот хардкорных таких дел, хардкорной прокачки в плане стримов, да, это достаточная чильность и то, что я могу совершенно спокойненько чат читать. В принципе, да, под лайв-контент идеально заходит. Потому что если мы опять же вспомним, допустим, рейтинговые арены с актуала, да, но там не хочется особо в чат смотреть, ты сидишь, просто потеешь, кнопочки жмешь. И только где-то в перерыве, да, там уже пару сообщений можно прочитать. Ну, а здесь вообще полный расслабон, народ. Сидишь, мопсика бьешь, соответственно, водичку сел попить, чатик почитал, ни одно сообщение не проходит мимо. Кстати, из печального нам повстречались уже павшие бойцы, павшие братья Таурехи. Слишком много трупов для одной локации. 2 или 3 пацанчика потерпели крах полный. Притом вот прям буквально за соседним деревом один, и потом уже второй лежит. Эти гнолы не щадят никого. Ну и понятное дело, когда в соло еще при этом качаешься, там на одного моба больше загрел, немножечко не рассчитал. Если мобильности у класса нету там или гарантированного СВ, то все. Откис. Даже вот мы когда к колодцу подошли, вроде бы, уже знаешь, так, немножечко внимание потерял, расслабился. Начинаю всех подряд мобов агрить, понимаю, что у меня вот Богдан со мной рядом, что у меня фулл хпшечка, а мана-то хоп, и закончилось, и все. А прикинь, это был бы, допустим, действительно какой-нибудь тяжелый момент, когда мы уже подошли бы, опять же, к тому же, там, левелу 30-му, допустим. В общем, такие ситуации, конечно, напоминают тебе о том, что вот лучше ты, конечно, парнишка, притормози. Давай вот лучше гарантированно, спокойненько, ну, доедем до конца, чем пытаться, как на актуале, там, тысячами мобов агрить и поплатиться за это. И у меня вопрос, кстати, по поводу профессий. Здесь же можно 3 базовые профессии себе вкачать, да, в рамках именно даже хардкор-челленджа и так далее, потому что мы на Сирусе играем. И при этом еще на X3 какую-то новую там завезли профессию, как мне написали, она чисто ПВЕшная, но я так и не понял, что это конкретно такое и что она дает. Этнография называется какая-то. В общем, есть ли смысл вообще ее брать себе именно на хардкор челлендж, нам не поможет или нет, и что она вообще делает, тут тоже мне как будто бы стоит разобраться. А так можно по базе взять условно. Я думаю, что травничество и алхимию, учитывая, что у нас не будет, да, статов, хотя бы из зелий будем получать что-то. Богдасу можно взять, я не знаю, партняжное дело, как минимум, чтобы сумки скрафтить нам хорошие, и там дальше посмотрим. Как будто бы горное дело и кузнечку пусть себе хотя бы, я не знаю, оружие крафтит. В общем, на самом деле здесь есть моменты, да, над которыми стоит подумать, а мы тем временем добрались до вот этих базовых лагерей гнолов, которых можно перебить. И как-то с них, знаешь, маловато льняного материала падает. Раньше было лучше, я помню, просто к ним приходишь, начинаешь их фармить, и уже можно было себе парочку, соответственно, сумок, да и сделать. Но у нас как-то суммарно на двоих за несколько десятков перебитых гнолов даже 10 материала льняного не набралось. Что-то печально как-то. И вот так вот помаленечку, потихонечку и подошел к концу наш первый день хардкор-челленджа с дополнительными ограничениями. Добрались мы, получается, до 7-го левела, в принципе, пойдет. Опять же, мы тут никуда не спешим, никуда не торопимся, учитывая, что у нас, да, ограничения по шмоту, прокачка явно быстрой прям не будет. Опять же, сейчас из главных таких моментов, которые стоит определить, это к 10-му левелу все-таки уже решиться, в какую ветку прокачки пойти. Понятно, там для Варыча, да, для Багдеса это протик, ну типа прям гарант 100%, чтобы максимально сейвово все было. Мне же тут стоит подумать. Вот Энх или ЛМ, блин, до сих пор не решил. В принципе, опять же, под танкование Багдеса можно будет взять и Энха, чтобы поменьше проблем с маной было, чтобы поменьше было задержек и так далее. В общем, посмотрим. Благодарю всех, кто был со мной в чате в это время, смотрел стримчанский, соответственно, создавал атмосферку, это все прекрасно. Ну а для тех, кто хотел бы быть, но пропустил по неким причинам, опять же, вот напоминаю, подписывайтесь на телегу, на Twitch, там все анонсы и стримы проходят. Тут, как говорится, чем дальше, тем интереснее будет, учитывая растущую вот эту вот разницу между уровнем, ну, уроном мобов, да, и уровнем моего шмота без доп-статов. Тут уже вопрос строится на том, что вот сможем ли мы до Нордскола добраться и уже вторым этапом его пройти. Так что, если вам видео, народ, понравилось, то, понятное дело, не забудьте поставить лайк, там, подписаться на каналчик, комментарий, бим-бим-бам-бам, это все, естественно, помогает. Впереди у нас новые серии по хардкор-выживанию, опять же, буду это миксовать с PvP-контентом по Вармейну, потом также у нас будут стримы с актуала, опять же, если кого интересует. Вот такой вот разносторонний формат у нас на
на ближайшее время планируется. Кстати, весь мой дополнительный контент лежит на Бусти, напоминаю, уже больше 60 видосов. Там гайды на различные классы, гайды на интерфейс, на аддоны, в общем, полный фарш. На этом же на сегодня завершаю, народ. Всем удачи, всем прогрессии в PvP, в PvE, всем на сегодня. Пока.